Так, вот уже 20 минут горит. Полет нормальный. Он уже нагрелся. Вот. Вот я здесь поставлял такие маленькие щелочки слева и справа, для того, чтобы обдувало стекло. Вот. Ну, дрова сухие, в принципе. Если были бы сырые, то, может быть, оно бы подкапчивалось. Так. Вот. Но когда открываешь их вот полностью, тяга увеличивается, и дрова быстрее сгорают. Вот. Сразу видно, как огонь. Вот так сдалека лучше видно. Сразу начали быстрее гореть. Вот. Если их закрыть, все это дело притухнет, и они будут гореть очень медленно. Вот. Стало заметнее, как языки пламени медленнее движутся. Вот. Конечно, можно открывать тягу и дверкой, потому что когда приоткрывается чуть-чуть дверка, открывается заслонка дымохода автоматически. Вот если ее чуть-чуть приподнять, буквально сантиметров 2-3, все моментально увеличивается тяга и пламя. Это для розжига обычно я делаю. Когда розжиг делаешь, чуть-чуть дверку оставляешь, ну, зажег, и дверку до конца не закрывать, чтобы она быстрее разгорелась. Вот. Видно, как сразу такая тяга пошла снизу уже. Вот. Закрываем. А все, в принципе, оно разгорелось. Можно позакрывать все тяги. Дрова сухие. Стекло коптиться не будет. Кстати, вот эти вот тяги, я говорил или нет, слева и справа такие бронзовые ручки. Воздух попадает сюда, заходит, поднимается вверх. И вот по всей длине стекла обдувает стекло. Это как подача воздуха именно на стекло. Причем не снизу вверх, а воздух поднимается сначала вверх, а потом сверху его обдувает и тем придавливает, как, ну, пламя. Языки пламени, они как воздух придавливает вниз. Их очень интересный эффект горения получается. Вот. Вот такой вот камин. Бар-бас. Вот. Не фокусируется. Ага.